Ребята, привет! Как настроение? Как праздники? Алкоголь есть в холодильнике? Все нормально? Ну, отлично. Телек все это смотрите, там, YouTube смотрите, да? Поэтому я сегодня посоветую вам 3 фильма, которые и очень интересные, они очень интересные, прям вот сюжетные, вот прям вот супер, да, и весьма полезные для вашего кошелька. Согласитесь, да, это очень умно совместить приятное с полезным. Поехали! Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Итак, на 3-м месте фильм «Социальная сеть». Это про парней, которые в университете 35 раз пытались запустить какую-то сеточку для своих друзей, у них ничего не получалось, а потом все-таки получилось. Да, фильм «Социальная сеть» — это про Марка Цукерберга, да, вот про этого дальтоника, который вот голубой цвет видит, синий, да, другие цвета не очень. Да, это сейчас Марк такой миллиардер там и все дела, да, но ведь он тоже был ребенком раньше, юношей. И когда он был в университете, он был совершенно вот таким вот неоперившимся юнцом. Вот, посмотрите. И очень круто смотреть этот фильм вместе с детьми. И обсудить с детьми, может быть, они что-то подсмотрели, может, они вдохновились, может быть, у них этот студент Марк стал их героем и так далее, да? Поэтому обязательно посмотрите с детьми, всей семьей, с бабушками, с дедушками, с женами, мужьями, да, и обсудите, как это. Круто. Очень сильно мотивирующий меня фильм, поэтому посмотрите его, получите не только эстетическое удовольствие и развлечетесь, но еще и много-много пользы для вашего кошелька. 2-е место — фильм «Волк с Уолл-стрит». Это фильм, где главную роль играет Ди Каприо, во-первых, я его очень люблю как актера, и этот фильм очень многогранен. Он, конечно, про очень успешного трейдера, да, который создал невероятную компанию, вот. Но там есть моменты о том, как поначалу Ди Каприо приходил в фирму, где люди обманывали бедных людей. Вы можете, смотря этот фильм, увидеть, как в современном мире инвестиционные компании, там вот эти всякие финансовые пирамиды обманывают людей. Поэтому этот фильм настолько многогранен. Это и про бизнес, это про обман бедных людей, и как не вляпаться в него. И, конечно же, тоже круто смотреть его всей семьей, чтобы обсуждать это с детьми, с бабушками и дедушками, потому что жертвами мошенников становятся очень часто бабушки и дедушки, да? Поэтому обязательно посмотрите этот фильм, получите и удовольствие, да, и пользу практическую. Ну а кто уже посмотрел этот фильм, я уверен, что есть такие, да, напишите мне, вы вообще поддерживаете этого главного героя, такого агрессивного, который тоже очень неоднозначен ведь, да? Вот. Я очень хочу знать, как вы вообще к нему относитесь. Ну и 1-е место безоговорочно забирает фильм «Основатель» про Макдональдс. Да, и остановлюсь на нем подробнее. Итак, 2 брата придумывают ресторан быстрого питания, Макдак или как они назвали, Макдональдс, да? Бургеры, сэндвичи и все вот эти вот штуки, быстро, технологично и так далее. И они кайфуют, и у них все получается. Вот. В это время один не очень, прямо скажем, удачливый курьер подмечает, как лихо идут у них дела, и он, будучи неудачником, почему-то решает, да, войти в эту игру и сделать масштабирование вот этого вот ресторана быстрого обслуживания. Вот. В принципе, этот человек буквально, тырит идею у этих братьев, кто изобрел Макдональдс. Поэтому я задам вам вопрос после просмотра, или те, кто смотрел, напишите мне, как вы считаете, кто, вообще говоря, главнее? Тот, кто придумал, изобрел в данном случае вот эту вот систему быстрого питания, да, братья, которые изобрели Макдональдс, или тот, кто масштабировал и превратил это в очень полезный продукт для многих-многих миллионов людей? Кто главнее? И вообще, насколько этично взять вот так вот, стырить, заимствовать или, знаете, украсть как художник, да, вот насколько это этично? Посмотрите этот фильм.
Он очень тоже многогранен, потому что там и про бизнес, и про человеческие отношения, и про вот эту вот противоречивость современного мира, да, и он вам позволит получить и удовольствие для всех членов семьи, ну и, конечно же, очень много практической пользы для вашего кошелька. Ну и специальный бонус. Бонус — это не ранжируемый фильм, да. Это если вы хотите реально кайфануть, развлечься и узнать, как на самом деле живут люди, чем они живут, да, то посмотрите фильм «Секретный миллионер» с Игорем Рыбаковым. Так и наберите в поисковой строке «Секретный миллионер» Игорь Рыбаков. И я очень жду ваши комментарии по этому фильму, потому как я сам, будучи главным героем этого фильма «Секретный миллионер» Игорь Рыбаков, да, оказался на 3 дня в очень необычной и непривычной ситуации. С 1000 рублей, с кнопочным телефоном мне предстояло выжить в неизвестном для меня городе. Никто был мне не знаком в этом городе. Вот. И это было почти что смертельно. Да, и что важно, я говорю фильм «Секретный миллионер» с Игорем Рыбаковым, но на самом деле это было 3 дня, которые я реально прожил, ну, как бизнес-реалити, как шоу-реалити, да, и оператор, который меня снимал, он прикидывался, что он travel-блогер, да, снимает вот путешествие этого моряка, да, который там вот автостопом, значит, куда-то там путешествует. В общем, это просто катастрофа, ребят. Короче, когда я пел там на этой площади, пытаясь бабки заработать, и никто мне не дал ни копейки, понимаете, ни копейки. Я вообще думал, что все, жесть, я отчаялся, я был в отчаянии. Как вы считаете, вы бы выжили? Вы бы так же действовали или, может быть, по-другому? Как вы считаете, вот те люди, которым в результате помогал главный герой, они заслуживают эту помощь или не очень? Если хотите посмотреть на отчаявшегося Рыбакова полностью, который готов, вообще говоря, на все, смотрите «Секретный миллионер» и пишите мне, потому что я бухать не буду, курить не буду. Что мне еще остается? Буду отвечать на ваши вопросы и комментарии в YouTube. Ребята, я надеюсь, список рекомендованных мной фильмов будет вам очень полезен. Да. Запишите, смотрите, наслаждайтесь, пишите комментарии, я буду отвечать на ваши вопросы под этим видео. Вот. И я очень хотел бы, чтобы вы сейчас меня особо сильно услышали. Да? Вы же ведь уже начали делать что-то полезное, да, для Нового года, для выполнения ваших желаний в Новом году, ведь так? Вот. Ну а те, кто не начал, те, кто все еще бухает, и те, кто близок к эмоциональному, там вот этому выгоранию, сообщаю для вас. Вы, конечно, в западне, вы, конечно, в большой опасности, и специально для вас я подготовил офигенный выпуск. Первый выпуск в Новом году, ну вот, кроме этого, естественно, да, будет про эмоциональное выгорание, которое, к сожалению, не очень редкое явление в нашем мире. Короче, ребята, смотрите фильмы, хватит бухать вообще, курить, гулять с оливье, ну уже, слушайте, ну 4 килограмма, у некоторых 7 килограмм добавил, ну сколько можно? Ребята, я, смотря на вас, тоже начинаю жиреть и толстеть. Ребята, вы что делаете? Помогите мне тоже. Вы что? В общем, давайте поможем друг другу не скурвиться, так сказать, и не уйти в какие-то там тяжкие, да? Все, фильмы я дал, смотрите, выпуск про эмоциональное выгорание готовлю. Все, встречаемся скоро. Мой доллар, твой доллар, мой